Кто-то в толпе громко застонал, и даже Тем и Бран встревоженно обменялись с хмурыми взглядами. Толпа разбилась на тесные группки, а некоторые поплотнее закутались в плащи, хотя ветер к этому времени уже стихал. — Конечно же, его одолеют! — выкрикнул кто-то. — Да, их всегда в конце концов били, этих лже-драконов. Его должны победить, как же иначе? А если не победят? Тем, наконец, улучив момент, что-то стал тихо говорить мэру на ухо, и Бран, время от времени кивая и не обращая внимания на гомон, выслушал его, а потом рявкнул во весь голос: «Слушайте все! Успокойтесь и послушайте!» Выкрики пришли в приглушенное бормотание. «Это уже не просто новости из внешнего мира. Это должно быть обсуждено на совете деревни. Мастер Фейн, если вы не против присоединиться к нам в гостинице, то мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Добрая кружка горячего вина с пряностями оказалась бы для меня сейчас кстати», — усмехнувшись, ответил торговец. Он спрыгнул с фургона, вытер руки о куртку и с готовностью оправил плащ. «Вас не затруднит присмотреть за моими лошадьми?» «А я хочу услышать, что он скажет», — раздался протестующий выкрик, потом еще несколько. «Вы не можете так просто увести его. Меня жена послала за булавками». Это заговорил вид Конгар. Он горбился под пристальными взглядами остальных, но стоял на своем. «Мы тоже хотим задать вопросы!» — крикнул кто-то из глубины толпы. «Я... Тихо!» — гаркнул мэр, добившись испуганного молчания. «Когда совет получит ответы на свои вопросы, мастер Фейн вернется и расскажет вам все новости. И продаст вам горшки и булавки. Эй, Тед, уведи лошадей мастера Фейна в стойло». Тем и Бран пошли рядом с торговцем, прочие члены совета вслед за ними, и вся процессия чинным шагом направилась к гостинице «Винный ручей» и скрылась за плотно закрывшейся дверью, которая захлопнулась перед носом у тех, кто хотел проскользнуть вслед за советом. На стук откликнулся лишь мэр: «Ступайте по домам». Люди бесцельно кружили перед гостиницей, переговариваясь, обсуждая то, что сказал торговец, и что это означает, то, о чем спросит совет, и почему им должны дать все услышать и задать свои собственные вопросы. Кое-кто пробовал заглянуть внутрь, через фасадные окна, а некоторые даже пытались расспрашивать Хью и Теда, но о чем они хотели узнать, им и самим было не очень-то ясно. Два флегматичных конюха в ответ лишь бурчали и продолжали методично распрягать лошадей Фейна, одну за другой уводя их в конюшню. Когда последняя лошадь оказалась в стойле, к фургону конюхи уже не вернулись. Ранд не обращал внимания на толпу. Он присел на край древнего каменного фундамента, завернулся в плащ и уставился на дверь гостиницы. Геалдан, Тар-Валон. Сами названия городов и стран звучали необычно и волнующе. О тех местах он знал только понаслышке от торговцев и по историям, что рассказывали охранники купцов. Айз-Седай, войны, лже-дракон, сказки перед камином поздним вечером, когда единственная свеча отбрасывает на стену причудливые тени, когда за ставнями завывает ветер. Вообще-то Ранд считал, что ему хватает волков и буранов, но там, за границами двуречья, все должно быть совсем по-другому, как будто живешь в сказаниях Министреля, в приключении, в одном долгом приключении, всю жизнь. Жители деревни мало-помалу расходились, по-прежнему ворча и покачивая головами. Вид Конгар приостановился, чтобы посмотреть внутрь оставленного у гостиницы фургона, словно предполагал обнаружить другого, спрятавшегося там торговца. Наконец осталось всего несколько человек, одна молодежь. Мэтт и Перрин неспешным шагом подошли к Ранду. — Не понимаю, как Министрелю удастся его переплюнуть, — возбужденно сказал Мэтт. — Эх, знать бы, доведется ли хоть одним глазком увидеть этого лже-дракона. Перрин тряхнул лохматой головой. — Что-то мне не хочется смотреть на него. Может, где-нибудь в другом месте, но не в двуречье. Не здесь, если это означает войну. — Конечно, не здесь, если из-за этого тут появится Айз-Седай, — добавил Ранд. — Или ты позабыл, кто вызвал разлом? Начать его мог и дракон, но ведь именно Айз-Седай разрушили мир. — Я слышал однажды рассказ, — медленно сказал Мэтт.
От охранника купца, что закупал здесь шерсть. Он говорил, будто дракон может возродиться в час величайшей нужды в нем и спасет всех нас. — Что, значит, он глуп, если верит в такое, — твердо сказал Перрин. — А ты был дураком, раз его слушал. В голосе его не было гнева, он редко выходил из себя, но иногда его сердили неуемные фантазии Мэтта, и на этот раз в тоне его проскользнула нотка раздражения. Сдается мне, потом он заявил еще, что мы все живем в новой эпохе легенд. — Я не говорил, что поверил, — возразил Мэтт. — Я всего-навсего слышал это. И Найниф тоже слышала, и я подумал тогда, что она готова содрать шкуру и с меня, и с охранника. Он сказал, это я про охранника, что многие люди в это верят, только боятся говорить вслух. Боятся Айз Седай или Детей Света. После того, как на нас наткнулась Найниф, он больше ничего не стал говорить. Она передала его слова купцу, и тот заявил, что для охранника это была последняя поездка с ним. — Вот и хорошо, — сказал Перрин. — Дракон собирается нас спасать? Звучит так, словно я с Коплином разговариваю. Что за нужда должна быть, чтобы нам захотелось дракона в спасителе? — сказал задумчиво Ранд. — Это почти то же самое, что просить помощи у темного. — Об этом он не говорил, — смущенно ответил Мэтт. — И про новую эпоху легенд ничего. Он сказал, что появление дракона разорвало бы мир на части. — Ага, наверняка это спасет нас, — сухо отозвался Перрин. — Еще один разлом. — Чтоб я сгорел, — заворчал Мэтт. — Я лишь пересказываю то, что говорил охранник. Перрин покачал головой. — Я только надеюсь, что Айз Седай и этот дракон, настоящий он или нет, останутся там, где они сейчас. Может, двуречие переживет и без них. — Ты думаешь, они на самом деле друзья темного? Мэтт глубокомысленно насупил брови. — Кто? — спросил Ранд. — Айз Седай. Ранд глянул на Перрина, тот пожал плечами. — Сказание, — начал он медленно, но Мэтт перебил его. — Не во всех сказаниях говорится, что они служат темному, Ранд. — О, Свет! Мэтт, — промолвил Ранд, — они же вызвали разлом. Чего тебе еще надо? — Да я так, раздумываю. Мэтт вздохнул, но в следующий миг снова ухмылялся. Старый Байли Конгар утверждает, что их не существует. Ни Айз Седай, ни друзей темного. Говорит, что это все росказни. Он заявлял, что и в темного не верит. Перрин фыркнул. Коплинские разговоры от Конгара. Чего еще можно ждать? Старый Байли называл темного по имени, держу пари. Этого-то ты не знал? Свет! — выдохнул Ранд. Ухмылком это стало еще шире. Это произошло прошлой весной, как раз перед тем, как гусеница озимой совки появилась на его полях и больше ни в чьих. Как раз перед этим все его домашние слегли желтоглазой лихорадкой. Я все слышал. Он по-прежнему говорит, что не верит, но теперь, когда я как-то попросил его назвать темного по имени, он швырнул в меня чем-то тяжелым. Ты в самый раз глуп для того, чтобы поступать так, да, Мэтт Коутон? Темные волосы, вперекинутые через плечо косе Найниф, топорщились от гнева. Ранд смущенно поднялся на ноги. Стройная, едва ли по плечо Мэтту, мудрая, на миг показалась ему выше любого из них, и никакого значения не имели ни ее молодость, ни ее красота. Нечто подобное в отношении Байли Конгара я подозревала. Но мне думалось, что хоть у тебя окажется больше ума, чтобы не насмехаться над ним таким образом. Может, для женитьбы ты уже вполне взрослый, но, по правде говоря, Мэтрим Коутон, тебя нельзя отпускать от материнского передника. Следующий номер, который ты выкинешь, тебе самому взбредет в голову называть темного по имени. — Нет, мудрая, — запротестовал Мэтт, который готов был отдать все, что угодно, лишь бы оказаться сейчас подальше от этого места и от Найниф. Это старый Байл... Я хотел сказать... Мастер Конгар, не я! Кровь и пепел, я...
Поменьше мели языком, Мэтрим. Ранд выпрямился, хотя на него мудрая и не посмотрела. Перрин выглядел столь же сконфуженным. Позже кто-то из них почти наверняка будет возмущаться вслух тем, что их отчитала женщина, да еще и не намного старше. Так поступали все после нагоняя от Найниф, но только если она не могла услышать. Однако разница в годах всегда превращалась в пропасть, когда ребятам доводилось сталкиваться с нею лицом к лицу. Особенно, когда Найниф бывала сердита. Своим посохом, толстым с одного конца и гибким, словно прутик с другого, она могла задать взбучку любому, кто, по ее мнению, поступал глупо, по голове, рукам, ногам, невзирая на его возраст и положение. Внимание Ранда было так поглощено мудрой, что поначалу он и не заметил, что она пришла не одна. Когда Ранд осознал свой промах, он решил было потихоньку улизнуть, чтобы потом не сказала или не сделала Найниф. В нескольких шагах от мудрой стояла Эгвейн и с живейшим интересом наблюдала за происходящим. Ростом с Найниф и с такими же темными волосами она сейчас была воплощением настроения Найниф. Руки скрещены на груди, губы плотно, неодобрительно сжаты. Капюшон мягкого серого плаща скрывал ее лоб. В карих глазах ни смешинки. По справедливости, — думал Ранд, — то, что он на 2 года ее старше, должно бы давать ему преимущество, но все обстояло совершенно иначе. И в лучшие времена у него никогда не был хорошо подвешен язык для болтовни с девушками деревни, в отличие от Перрина. Но когда на него смотрела Эгвейн, смотрела такими широко раскрытыми глазами, словно отдавая ему все свое внимание, все до последней капли, он совсем терял нить разговора и говорил что угодно, но не о том, о чем хотел. Может, как только Найниф закончит с выволочкой, он сумеет как-нибудь исчезнуть. Но Ранд понимал, что смыться ему не удастся. Хотя почему — не понимал. — Хватит тебе глядеть, как ополоумевшему ягненку, Ранд Алтор, — сказал Найниф. — И лучше расскажи мне, почему вы болтаете о том, о чем вам, 3 целкам-переросткам, должно бы держать рот на замке? Ранд вздрогнул и отвел глаза от Эгвейн. Та, когда мудрая обратилась к Ранду, наградила его улыбкой, приведя в полное замешательство. Голос Найниф был резок, но на лице ее появилась понимающая улыбка. Но тут громко засмеялся Мэт, и улыбка пропала, а Мэт, поймав взгляд Найниф, подавился смехом, превратившимся в глухое карканье. — Ну, Ранд? — потребовала Найниф. Уголком глаза Ранд видел, что Найниф по-прежнему улыбается. Что такого забавного она заметила? — Нет ничего необычного, что мы толкуем об этом, мудрая, — поспешил объяснить Ранд. Торговец Падан Фейн, мастер Фейн, привез вести о лжедраконе в Галдане и о войне, и об Айз-Седай. Совет счел своим долгом расспросить его подробнее. О чем же еще нам говорить? Найниф качнула головой. Вот, значит, почему фургон торговца стоит словно брошенный. Я слышала, как народ хлынул к нему, но я не могла уйти от миссис Айелин, пока у нее не прошел приступ лихорадки. Совет расспрашивает торговца о событиях в Галдане, так? Насколько я их знаю, они зададут все неправильные вопросы и ни одного правильного. Ладно, кругу женщин придется заняться этим, чтобы выяснить хоть что-то полезное. Решительно поправив плащ на плечах, Найниф скрылась в гостинице. Эгвейн не последовала за мудрой. Когда дверь гостиницы захлопнулась за Найниф, девушка подошла и встала перед Рандом. Хмурое выражение исчезло с ее лица, но от пристальных, немигающих глаз Ранд чувствовал себя не в своей тарелке. Он повернулся к приятелям, но те отошли в сторону, ухмыляясь во весь рот. «Напрасно ты позволил Мэту втянуть себя в дурацкую болтовню, Ранд. Серьезно, как сама мудрая, — сказала Эгвейн, затем вдруг хихикнула. Видел бы ты себя со стороны. У тебя такой же вид, как в тот раз, когда Кен Буйе поймал вас с Мэтом на своих яблонях. Вам тогда было по 10 лет. Ранд переступил с ноги на ногу и оглянулся на друзей. Те стояли в отдалении. Мэт что-то говорил, оживленно жестикулируя. «Будешь танцевать со мной завтра?» Это было вовсе не то, что хотел сказать Ранд.
Он не думал о танце с нею, но готов был отдать все, лишь бы не чувствовать себя таким дураком едва ли не при каждом разговоре с Эгвейн. Именно так он чувствовал себя и сейчас. Эгвейн улыбнулась уголками рта. — В полдень, — сказала она. — С утра я буду занята. Донесся возглас Перрина. «Министрель!» Эгвейн повернулась в его сторону, но Ранд взял ее за руку. «Занята? Чем?» Несмотря на прохладу, она откинула капюшон плаща и с напускной небрежностью поправила волосы. Последний раз, когда Ранд видел Эгвейн, ее волосы темными волнами не спадали ниже плеч, и их удерживала красная лента. Теперь же они были заплетены в длинную косу. Он уставился на косу, словно та превратилась в ядовитую змею. Потом украдкой глянул на весенний шест, который одиноко возвышался на лужайке, готовый к завтрашнему празднику. Утром незамужние женщины будут танцевать вокруг шеста. У Ранда комок застрял в горле. Ему как-то в голову не приходило, что Эгвейн достигнет брачного возраста одновременно с ним. Из того, что кому-то уже хватает лет, чтобы обзаводиться семьей, — проворчал он, — вовсе не вытекает, что они так и поступят. Тем более сразу же. Конечно, нет. Или вообще никогда. Ранд захлопал глазами. Никогда? Мудрая почти никогда не выходит замуж. Ты же знаешь, меня обучает Найниф. Она говорит, у меня есть дар, так что я могу научиться слушать ветер. Найниф говорит, не все мудрые на это способны, даже если и заявляют, что могут слушать ветер. «Мудрая!» — присвистнул Ранд. Он не заметил, как угрожающе блеснули глаза Эгвейн. «Да Найниф будет здесь мудрой еще 50 лет, а может и дольше. Ты что, собираешься провести у нее в ученицах всю жизнь?» «Есть другие деревни», — ответила запальчивая Эгвейн. Найниф говорит, деревни к северу от Тарана всегда выбирают мудрую из дальних мест. Считается, что тогда у нее в деревне не будет любимчиков. Изумление Ранда растаяло столь же быстро, как и возникло. Не в двуречье? Тогда я больше тебя не увижу. А тебе это не нравится? Что-то в последнее время ты и виду не подавал, что тебя волнует нечто подобное. Никто никогда не покидал двуречье, — продолжал Ранд. Разве что из Старинского перевоза, но они там все с приветом. Мало чем схожи с народом двуречья. Эгвейн раздраженно вздохнула. Ладно, я, может, тоже с приветом. Может, мне хочется посмотреть чужие края, те, о которых я только слышала. Об этом ты когда-нибудь задумывался? Конечно, задумывался. Иногда даже мечтал, но я понимаю разницу между грезами и жизнью. А я так нет. — взбешенно бросила девушка и резко повернулась к Ранду спиной. — Я не о тебе, я о себе говорил, Эгвейн. Она рывком оправила плащ, словно отгородившись от юноши стеной, и решительно сделала несколько шагов в сторону. Ранд расстроенно потер лоб. Как так происходит? Уже не первый раз она находила в его словах тот смысл, который он в них никогда не вкладывал. В ее теперешнем настроении любая его оплошность наверняка ухудшит положение, а он был совершенно уверен — почти все, что он скажет, будет ошибкой. Тут к Ранду подошли Мэтт и Перрин. Эгвейн и бровью не повела. Парни нерешительно посмотрели на нее, потом наклонились к Ранду. — Морейн и Перрину дала монету, — сказал Мэтт. — Как нам? Он помолчал, потом добавил. — И он видел всадника. — Где? — встрепенулся Ранд. — Когда? Кто еще его видел? Ты кому-нибудь говорил? Перрин поднял большие ладони, останавливая поток вопросов. — По вопросу за раз. Я заметил его на краю деревни, когда он следил за кузницей вечером в сумерках. У меня аж мурашки по коже забегали. Я сказал мастеру Лухану, вот только когда он посмотрел, там никого не было. Он сказал, что меня обманули тени. Но пока мы гасили горны, убирали инструменты, он свой самый большой молот держал под рукой. Раньше он так никогда не делал. — Значит, он тебе поверил, — сказал Ранд. Но Перрин пожал плечами. — Не знаю. Я спросил, зачем ему молот, если мне померещилось что-то среди теней, а он ответил что-то насчет волков, обнаглевших настолько, что стали появляться в деревне.
Может, он решил, что я видел именно их, хотя мастер Лухан должен бы знать, я вполне могу отличить волка от человека верхом на коне даже в вечернем сумраке. Я знаю, что я видел, и никому не заставить меня поверить в другое. — Я тебе верю, — сказал Ранд. — Я тоже его видел. Перрин удовлетворенно хмыкнул, словно раньше не был уверен в этом. — О чем это вы говорите? — неожиданно раздался требовательный голос Эгвейн. Ранду вдруг захотелось разговаривать шепотом. Зная, что она их услышит, он бы так и сделал. Мэтт и Перрин с глупыми улыбками до ушей наперебой принялись рассказывать Эгвейн о своих неожиданных встречах со всадником в черном плаще, но Ранд хранил молчание. Он был уверен, что знает, какие слова она скажет, когда его друзья закончат свои истории. «Найниф оказалась права», — заявила Эгвейн куда-то в небо, едва двое юношей умолкли. «Ни одного из вас нельзя отпускать далеко от материнского подола. Люди ездят верхом на лошадях, это вам известно. Но из-за этого они не превращаются в страшилищ из министрелевских сказок». Ранд кивнул про себя. Именно такого ответа он и ожидал. Тут же досталось от Эгвейн и ему. «А ты эти слухи распускаешь. Порой ты, Ранд Алтор, как будто вообще ничего не понимаешь. Зима и так была страшной, а ты еще принимаешься пугать детей». Ранд состроил кислую гримасу. «Ничего я не распускаю, Эгвейн. Но я видел то, что видел. А видел я вовсе не фермера, ищущего заблудившуюся корову». Эгвейн набрала полную грудь воздуха, но что она намеревалась сказать, никто не узнал. Дверь гостиницы распахнулась, и из нее, торопливо, будто за ним гнались, выскочил седой, взлохмаченный человек.